Добрый день, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Давно, очень давно я не выходила на связь с вами. Были праздники, семья была дома, было очень много дел, поэтому как-то было не до видео. Но сегодня мы с вами выполним обработку пледа вязаного детского с помощью промышленной резинки. Я буду показывать на небольшом образце, потому что вязать целое изделие не вижу смысла, так как плед это просто, грубо говоря, прямоугольник. Вязать я буду по просьбе одной из моих подписчиц. У нее загвоздка именно в том, чтобы оформить плед резинкой. Я так понимаю, что боковую часть, где у нас идут протяжки. И вот когда вы мне говорите и пишете свои комментарии, да, что я вдохновляю вас, то же самое могу сказать и я вам. Вы очень сильно вдохновляете меня. Потому что если бы Лена не попросила показать такой плед, я бы сама, не показала бы его, вот правда. У меня в данном случае небольшой пледик. Это у меня плед, связанный из смесовки мериноса с яком для котенка сфинкса в переноску. Ну и так как в квартире отключили отопление, на улице прохладно, то он в нем иногда спит. Так, хотела показать тоже как бы только обработку, взяв какой-то из образцов. Но те, кто подписаны на меня в Инстаграм, те, кто видят мои истории, да, там я показываю котенка с этим пледом, и многие просят вот показать узор. Хотя по факту этот узор есть в инструкции. Это узор на основе сдвигов. Здесь вообще абсолютно ничего сложного нет. Но раз уж мы сегодня будем вязать обвязку, то я, в принципе, готова вам показать. Сдвиги у меня здесь разные. То есть вот здесь вот широкие, да, зигзаги вы видите, они выполнены из 4 петель. Дальше у меня идут узкие зигзаги из 2 петель. То есть я ничего не рассчитывала. Я вот взяла просто хаотично, да, как иглы шли, то есть так я их и выставила. Понятно, что это симметрично, они у меня одинаковые. Вот, ну вот, как-то так. Так, и у нас уголочки. Здесь тоже я выполняла фасонные убавки по резинке, но не учла тот факт, да, не оставила дополнительную иглу для сшивания. То есть вот здесь должно было, по идее, быть 4 лицевых, либо 2. У меня их 3. В общем, как-то я промухала этот момент. Ну, давайте начнем с нашей заготовки. Вязать я, как уже сказала, буду небольшое количество петель для удобства. Поэтому... Итак, сначала я вяжу заготовку, потом я отвязываю обработку и соединяю в процессе вязания. Кстати, на этом пледе у меня выполнена ложная кетлевка. И с изнаночной стороны это выглядит следующим образом. Это сторона, которая у нас идет по кромке. И вот эта сторона, которая идет по низу и по верху. Если у вас, допустим, двухсторонний какой-то плед, можно выполнить кетлевку в карман. Да и даже если не двухсторонний, просто для эстетической красоты, можно выполнить в кармашек. Итак, ну давайте. Изначально узор вяжется на основе сдвигов, как я уже сказала, поэтому ставим свою игольницу в положение H5. Обязательно на H, ни в коем случае не на P. Ну и давайте я введу в работу по 30 игл слева и 30 игл справа. Так. Выставила иглы, беру бросовую нить. Плотность здесь на каретках, в принципе, значения никакого не имеет, но у меня стоит на нулях. Я провязываю первый ряд зигзага. Далее я беру двухфантурную гребенку. И что я буду делать? Я буду вязать таким образом, начну вязание, чтобы мои петли были открытыми. Чтобы соединение было как бы максимально незаметным. И теперь мне нужно ввести гребенку. По передней игольнице я сейчас сброшу петли с игл. Поэтому зубья гребенки, один зуб гребенки должен находиться между 2 игл по основной игольнице. То есть завожу гребенку снизу и смотрю, чтобы мои зубчики попали между 2 игл. Есть. Вставляем пруток.
навешиваем грузы. Так как петель у меня мало, я возьму 2 маленьких груза и подвешиваю их. Далее при помощи пикаретки я сбрасываю петли по передней игольнице, ставлю пикаретку с левой стороны на переднюю игольницу, провожу ей слева направо и затем справа налево. Все, петли сброшены, пикаретка улетела, петли сброшены, и вот эти вот у нас иглы по передней игольнице, мы можем в принципе их убрать из работы. Сейчас вяжем только на основной игольнице. Плотность я делаю сразу побольше, так как вязать буду бросовой нитью. Ну и вот несколько рядов для того, чтобы гребенка у меня просто опустилась. Далее я убираю бросовую нить. Так, и беру рабочую нить. Сразу ставлю рабочую плотность. Пряжа у меня тоненькая. Это смесовка какая-то с альпакой. Но так как это образец, и он будет у меня без петельной пробы, я поставлю троечки. Попробую сейчас провязать первый ряд, посмотрю, как пойдет эта пряжа. Завожу нить в каретку. Провязала один ряд. Смотрю, можно добавить на 4. Провязываю второй ряд. Так, и теперь мне необходимо сделать разбор по передней игольнице. Этот разбор у нас как раз таки и будет с вами формировать зигзаги. Берем в руки декер, либо трансферную иглу, кому что удобно. И от центра будем двигаться. Я беру 2 иглы с левой стороны от нуля, 2 иглы с правой стороны от нуля. Из этих игл петельные дуги я переношу на переднюю игольницу. То есть мне необходимо сейчас 4 петли по передней игольнице. Это те петли, которые будут формировать зигзаг. И я просто переношу. Не переношу, а вытягиваю петельные дуги. То есть так, как вы выполняете прибавки. Можно было бы, в принципе, их ввести просто так в работу, но тогда у них был бы не совсем эстетический вид, скажем так. То есть у нас по факту в таком узоре лицевой стороной выступает изнаночная гладь. Далее смотрим, сколько вы хотите пропустить. Ну, допустим, у меня 4. То есть 4 иглы дальше я не трогаю. Со следующих 4 я снова беру протяжки петельных дуг и надеваю их на иглы. Точно так же 4 петли. 1, 2. Подтягиваете, если неудобно. Можно взять маленький крючочек от Невы. Так, 4. Есть. 2 фрагмента выполнила. Теперь от центрального в правую сторону выполняю то же самое. То есть 4 иглы пропускаю. Со следующих 4 игл я навешиваю протяжки на следующие 4 иглы. Так. Есть. Ну, чтобы узор был симметричным. То есть по центру 1 фрагмент и слева и справа от центрального от него еще по 1 фрагменту. Всего 3. Дальше я снова пропускаю 4 иглы и уже буду выполнять зигзаги по 2 петли. То есть на следующие 2 иглы я также надеваю петельные дуги. И заметьте, еще обратите внимание, что у меня над 4 выключенными иглами из работы, вот по передней игольнице, да, сзади все иглы участвуют в работе. Так, 1, 2, 3, 4, снова 4 отступила и 2 навешиваю. Все, мне достаточно. То же самое я делаю с правой стороны. То есть выполняем симметрично. Еще такой момент, точно так же, как и в узоре, который мы недавно вязали, распуски со сдвигом, не подходим близко к краю, потому что у нас будет сдвиг. Мы будем двигать игольницу с положения 5 до положения 10 и потом в обратную сторону. То есть, чтобы наша вот эта вот крайняя петля не уехала за границы нашей области рабочей. Ну и вот так я сейчас разобрала. Так выглядит в данный момент разбор.
И положение игольницы сдвиг на H5. Ставлю рабочие плотности. На основной игольнице это у меня 4, по передней я поставлю 5. И провязываю один ряд. Провязала один ряд. И теперь за рукоять волны я буду производить сдвиг каждый ряд. Сдвигаю на 6. Провязываю ряд. Сдвигаю на 7. Провязываю ряд. Сдвигаю на 8. Провязываю ряд на 9. Ряд и на 10. Все, 8 рядов. Сдвиг у нас выполнен. И теперь мы будем двигать игольницу в обратном направлении. То есть с 10 на 9. Ряд провязали. С 9 на 8. Провязали. На 7. Провязали. На 6. И на 5. Вот, один раппорт мы выполнили. Далее повторяем все то же самое. Снова сдвигаем переднюю игольницу на 6. Раз. Провязали ряд на 7. Провязали ряд на 8. Провязали ряд на 9. На 10. Десятка это у нас последний сдвиг. И дальше в обратную сторону. 9, 8, 7, 6 и 5. И так вы вяжете ровно столько, сколько вам нужно. Ну, если это, допустим, у вас... Может быть, это у вас не плед, может быть, это у вас изделие. Кстати, у меня на основе сдвигов связан детский костюмчик. Очень хорошо смотрится, как бы необычно, не заезженно. Редко встречаешь такой узор. Ну и так мы вяжем до тех пор, пока нам не хватит. Да, это я сейчас говорю про себя. Я сейчас провяжу какое-то количество рядов и вернусь к вам. Мы перебросим все петли с передней игольницы на заднюю и снимем полотно на бросовую нить. Итак, я провязала 73 ряда, ну, условно говоря, свою длину пледа. Дальше все петли я переношу с передней игольницы на заднюю, ну, либо с передней на основную, кому как нравится. То есть все петли нашего зигзага, нашего узора мы перебрасываем. И дальше нам нужно будет провязать один ряд гладью и снять наше полотно на бросовую нить. Ну, на данном этапе его можно будет отпарить. И затем мы уже приступим, собственно, к вязанию самой обработки. Я покажу вам способ и ложной кетлевкой, и кетлевкой в карман. Я провязываю один ряд, добавила плотность на единичку. Рабочую нить я обрываю. Беру в работу бросовую нить, плотность ставлю побольше, чтобы петельки были вытянутыми. И провязываю произвольное количество рядов просто бросовой нитью. Ну, я думаю, достаточно. Обрываю бросовую нить, убираю грузики, убираю гребенку. И можно срезать наше полотно и посмотреть, что у нас там получилось. Я убираю коготки. Также, да, я по краям подвешивала коготки. Итак, я сняла свой образец с игольницы и слегка его припарила. Ну, давайте представим, что это наш плед. Посмотрите на сам узор на светлом фоне. Я думаю, вам здесь будет лучше видно, чем на сером. Так как у нас этот узор вяжется на 2 фантурах на основе ластика, то и пряжу мы, соответственно, берем тоненькую, для того, чтобы машине было комфортно провязывать. Ну и само полотно, оно такое, довольно плотненькое. И давайте посмотрим на изнаночную сторону, да, то есть она лицевая, но у нас для нашего рисунка она как бы изнаночная. Тоже, в принципе, смотрится неплохо. Но эта сторона, согласитесь, да что ж такое, брос так и пытается зацепиться за зубья. Эта сторона у нас лучше. И теперь нам необходимо выполнить резинку, формируя уголки на стыке. Смотрите, я начну сначала с вот этих вот деталей, да, верх и низ, там, где у нас открытые петли.
тут вы набираете ровно то количество петель, которое у вас было изначально. То есть у меня здесь было 60 петель в работе, поэтому мне сейчас необходимо также для вязания резинки набрать и ввести в работу 60 петель. Так как я уже говорила, у нас будет промышленная резинка, то, соответственно, игольница у нас остается в положении H5. И выполняем просто разбор. Для этого можно воспользоваться обычной линейкой и ввести в работу 30 игл. И далее разборной гребенкой. Так, не так. А вот и не так, да? Ну ладно, давайте я вот так уберу через одну иглу. Так. И я убрала справа крайнюю иглу, 30-ю. И получается, что у меня с левой стороны 30 игл, с правой у меня 29 игл. Смотрите, это тот участок, который у нас должен остаться в конечном итоге. Но так как у нас будет с вами идти угол, мы должны начать с большего количества петель и постепенно их убавлять. Тут все зависит от того, какой высоты вы хотите резинку. Вы, соответственно, свяжете образец и посмотрите, сколько в высоту вы хотите сантиметров, и посмотрите, сколько это в рядах. И затем уже решите, сколько убавок делать. Так как убавка у нас идет сразу по 2 петли, даже можно сказать по 3, потому что у нас убирается 2 петли из работы, да, и одна выключена из работы, то есть по 3 петли, то их как бы слишком часто делать не стоит. Я делала свои убавки в каждом 4-м ряду. И делала я их 3 раза. Соответственно, мне необходимо сейчас ввести дополнительно с каждой стороны по 3 группы из 2 петель, то есть по 3 двоечки. 1 двоечка, 2 двоечка и 3 двоечка. Вы вводите то количество игл, которое вам необходимо. То же самое я делаю с правой стороны. Ввожу в работу 3 двоечки. И дальше по передней игольнице выставляю иглы таким образом, чтобы игла проходила между иглами. Вот так. И выполняем первый наш ряд бросовой нитью. Для чего бросовой нитью? А для того, чтобы у нас край нашей резинки был ровным, не фалдил и не был растянутым. Цепляем нашу гребенку, вешаем грузики. И саму резинку, прежде чем начать вязать, я провяжу бросовой нитью просто круговыми рядами. Я всегда так делаю, потом легче вынимать бросовую нить. То есть каретка у меня сейчас слева, я ее настраиваю на круговое вязание. Плотности ставлю побольше, чтобы быстрее опустилась моя гребенка. И вяжу круговые ряды. Мне достаточно. Отключаю все настройки на круговое вязание. Плотности ставлю сразу на нули. Убираю из работы бросовую нить и беру, соответственно, основную нашу рабочую нить. Так. И провязываю первый ряд зигзага. Провязываем первый ряд зигзага. Снова каретка у меня с левой стороны, и я настраиваю ее на круговое вязание. Плотность здесь можно поставить по единичкам. И провязываю один ряд и второй ряд. Сразу отключаю все настройки на круговое вязание. И очень важный момент, который новички почему-то часто забывают сделать. Я тоже, кстати, это забывала сделать, и потом удивлялась, почему у меня такая непонятная резинка. Теперь нам необходимо сдвинуть игольницу в положение H6. Для того, чтобы наши иглы стали в шахматном порядке по отношению друг к другу. Вот таким образом. И ставим рабочую плотность, ту, на которой вы будете вязать резинку.
Так как я вяжу без образца, я здесь буду отталкиваться от основной плотности. Да? Я вязала основное вот это вот полотно на плотности 4 по основной игольнице, 5 по передней игольнице. Я ставлю на 2 единицы меньше, то есть двойку по основной игольнице и тройку по передней игольнице. И провязываю соединительный ряд. Как только я провязала этот соединительный ряд, я отключаю, вернее, обнуляю счетчик, и теперь буду вязать ровно столько, сколько мне необходимо, выполняя все прибавки. И сейчас, в данный момент, мне необходимо провязать 4 ряда до первой прибавки. Я провязала 4 ряда, и можно уже приступать к нашей убавочке первой. Смотрим с левой стороны. Так, сейчас, секунду, не вижу, видно или не видно. Сейчас, девочки. Так. С левой стороны по передней игольнице крайние кромочные. То есть убавку я начну именно с передней игольницы. Берем двухигольный декер, снимаем 2 петли и переносим их на следующие иглы с 2 петлями. Таким вот образом. Здесь лучше придерживать пальчиками. Выполнили перенос. То же самое делаем по основной игольнице. Снимаем 2 петли и переносим их на соседние. Это у нас будет обычная убавка, не фасонная. С правой стороны делаем то же самое, только с правой стороны у меня наоборот по основной игольнице кромочные петли. Поэтому сначала убавки я делаю по основной игольнице, а затем по передней игольнице. И освободившиеся иглы, соответственно, убираю из работы. И снова провязываю 4 ряда. Смотрим, чтобы все петли при этом провязывались. 4 ряда у меня провязано, и я выполняю следующую убавку. Если вы хотите фасонные убавки, для того, чтобы был промежуток между вашими убавками, то можно воспользоваться либо раздвижным декером, либо все тем же двухигольным. Но тогда переносить мы будем 2 группы, по 2 иглы, да, то есть вот по 4. Сначала вот эту переносим на соседнюю, затем эту сдвигаем сюда. Но так как я уже начала выполнять обычные, я их и продолжу. Снова с левой стороны по передней игольнице я снимаю 2 петли и переношу их на соседние иглы, на которых уже имеются 2 петли. То же самое делаю и по основной игольнице. И сразу эти иглы вывожу в переднее нерабочее положение, чтобы они у меня точно провязались и я не потеряла петли. С правой стороны выполняем симметрично, но сначала по основной игольнице и затем по передней игольнице. Все, вторая убавка у меня уже есть. Я снова провязываю 4 ряда. И выполняю последнюю, 3-ю убавку. Переношу по передней игольнице петли и по основной игольнице тоже. С правой стороны то же самое. И после того, как я сейчас сделаю эту последнюю убавку, я провяжу еще 4 ряда до того, как приступать уже к соединению нашего полотна. Сделала последнюю убавку, у меня 12 рядов на счетчике, и провязываю еще 4 ряда. 1, 2, 3, 4. Теперь нам необходимо перенести все петли с передней игольницы на заднюю игольницу и провязать один ряд гладью. Для того, чтобы с легкостью перенести все эти петли с передней игольницы на основную, я сдвигаю игольницу в положение P и просто перебрасываю. И смотрю, что с левой стороны у меня в работе 32 иглы. Так, а с правой стороны у меня также 29 игл. И вот по факту вот эту вот петлю можно было бы переложить на соседнюю, а эту перенести вот сюда. То есть, чтобы у нас было слева 31 игла, а справа 29, да? В совокупности это 60. И все, дальше просто выполняете перенос.
Когда я перенесу все петли с передней игольницы на основную, я к вам вернусь и покажу, что мы с вами будем делать дальше. А дальше мы выполним ложную петлевку. Итак, я все петли с передней игольницы перенесла на основную игольницу, опустила ее, мостик я не меняю. И теперь мне необходимо провязать один ряд гладью на всех этих иглах. Плотность здесь я ставлю рабочую, на которой я вязала бы основное полотно, то есть 4. И провязываю один ряд. И теперь мне необходимо все мои открытые петли навесить обратно на эти же иглы. Таким образом, чтобы лицо смотрело вовнутрь, а изнанка смотрела на меня. То есть я здесь просто отгибаю бросовую нить, нахожу свои открытые петельки и надеваю их на иглы. Потом мы провяжем еще один ряд. То есть просто беру открытые петли и все до одной надеваю таким вот образом. И далее один соединительный ряд глади и закрываем через колок, либо так, как вам удобно. Когда я надену все петли, я к вам вернусь. Итак, я надела все открытые петли на иглы машины, сняла сразу бросовую нить и теперь провязываю еще один соединительный ряд, но еще добавляю 1 единицу плотности, то есть 5. И потихонечку провязываю последний ряд. И теперь можно выполнить закрытие петель петлеуловителем через колок. Выполняем закрытие. Ну, либо тем способом, который вам, скажем так, наиболее удобен. Мне удобно так, вам может быть удобно по-другому. И, как я уже сказала, при желании можно выполнить просто кетлевку в карман. Тогда с 2 сторон плед будет очень аккуратненьким. Хотя вот по открытым петелькам, в принципе, этот место соединения нормально выглядит. Но для сверхперфекционистов, которые всегда любят все идеально, конечно, лучше кетлевать в кармашек. Сейчас мы с вами вторую часть тоже также закетлюем, но это у нас уже будет с вами именно боковой шов, там где у нас кромка. Мы сейчас прикинем полотно, посмотрим, сколько игл нам нужно ввести в работу. Запомним это число, потому что вторая деталь у нас будет вязаться симметрично. Ну, естественно, вместе с вами все отвязывать я не буду. Я просто 2 детали покажу и все. Закрепляем последнюю петлю, убираем грузы, снимаем полотно, смотрим, что получилось. Разворачиваю на лицевую сторону, и вот вы видите имитация, да, как будто бы вы пришили, просто как будто бы вы пришили резинку к основному полотну. И вот так с изнаночной стороны. В принципе, вот этот последний соединительный ряд можно было и не делать. Можно было сразу закрывать петли через колок. Но дело в том, что у нас там и так по 2 петли было на иглах, поэтому я соединительный ряд выполняю. Вы смотрите уже по своим предпочтениям. Дальше, так, потом убирается эта бросовая нить, естественно, да, полотно припаривается слегка. Я вам хочу показать, как выглядят наши убавления по кромке с одной и со второй стороны. Вот таким образом. И как бы за край матрасным швом это все будет сшиваться. Теперь наша задача отвязать боковую часть пледа.
То есть там, где у нас узелки и межузелковые протяжки. Ну, здесь я просто прикладываю, то есть надеваю на зубья машины края и смотрю, сколько мне необходимо набрать петель. Ну, смотрите, 15 справа, даже можно вот так, наверное, 35 и 15. Нет, так будет сильно растянуто. Растягивать здесь не нужно. То есть как вот оно ложится, так пусть и ложится. У меня получается 45 игл всего лишь. Поэтому я поднимаю переднюю игольницу, возвращаю ее в положение H, в положение H5. Соединяю мостики и 45 игл. Давайте возьмем 46 для ровного счета, то есть по 23 иглы. Отмечаю здесь у себя 23 и выполняю разбор. Что ж такое? Смотрю, лишнее взяла. Так, 24 у меня получается с левой стороны и 23 с правой стороны. Но мы помним, что нам с вами еще необходимо делать убавки. И также мы добавляем по 3 группы, то есть 3 раза по 2 через одну иглу с каждой стороны. Это те иглы, которые у нас потом пойдут на убавки. И разбор по передней игольнице. Игла между 2 иглы между иглами и при этом крайняя по передней игольнице. Также выполняем разбор и отвязываем резинку, выполняя убавки точно так же, как мы делали это и с этой стороны. То есть убавка в каждом 4-м ряду, 2 петли переносим на соседнюю петлю. Когда я отвяжу эту резинку, я к вам вернусь и покажу, как я вкалываю. То есть я не беру здесь только межузелковые протяжки. Я, знаете как, я вкалываю туда, вот, то есть я сначала один край накалываю, потом второй, и куда смотрит декер, то есть туда я и ввожу эти, надеваю эти петли. Ну все, давайте я за кадром отвязываю, все с учетом убавок, и к вам возвращаюсь, и мы вместе дорабатываем эту часть. Итак, я отвязала резинку, ну и как договаривались, одну деталь я вам покажу с кетлевкой в карман. Правую часть я уже немножечко проработала, показываю на левой стороне, чтобы вам было понятно. То есть у нас с вами по одной игле через 2 иглы выключено из работы. Нам необходимо добрать эти петли, чтобы у нас все иглы участвовали в работе. Поэтому с основной игольницы мы берем межузелковую, не межузелковую, простите, петельную дугу и надеваем ее на переднюю игольницу. Я всегда сначала так делаю, по одной игольнице, потом по второй. То есть мы берем петельную дугу предыдущего ряда по основной игольнице и переносим на пустую иглу по передней игольнице. Выполняем. А затем наоборот, то есть с передней игольницы петельная дуга идет на основную игольницу, то есть на пустую иголочку надевается. Вот таким образом мы восполняем все петли, чтобы у нас были в работе. У меня ниточка немножко расслаивается, поэтому следите за этим. Если у вас нить в несколько сложений, будьте предельно внимательны и аккуратны. Так, и мне нужно, чтобы у меня было в работе всего 46 петель. Я смотрю 22, 23. То есть вот это уже по факту у меня она лишняя. Вот эта петля. Я ее переношу на переднюю игольницу и смотрю, или давайте нет, я ее верну обратно. Смотрю, что у меня здесь есть. Если я сейчас вот эту перенесу, это 23, ну ладно, будет у меня 24 с левой стороны, все-таки 24 с левой и 23 с правой стороны. В принципе, для удобства, да, круговых рядов можно сдвинуть игольницу в положение P, но можно вязать и в положении H. Тут уже кому как удобно. Вот у нас все петли теперь, все иглы с петлями, и нам нужно провязать карман.
Я ставлю плотность на основной игольнице 5, на передней 6 и настраиваю каретку на круговое вязание. Так как каретка у меня сейчас находится с правой стороны, давайте я настрою, потом подведу и покажу. Так, нить у меня зацепилась за колок, благо петли не слетели. Итак, для вязальных машин Silver. Ну, вообще, конечно, хорошо бы знать свою инструкцию. Если каретка с правой стороны, то левый боковой рычаг мы ставим на треугольник, левый автоустановочный рычаг поднимаем на 0 и диск переплетения мы устанавливаем на слип. Таким образом, у нас сейчас справа налево провязала основная игольница, слева направо провяжет передняя. И мы вяжем карманчик столько, сколько вам нужно. Вот моя нить, которая зацепилась за колок. Я ее сейчас вложу вовнутрь кармана. Надо было распустить. Но так как у меня это не изделие, а просто образец, для того, чтобы вам показать, я оставлю это так. И вы провязываете ровно столько рядов, сколько бы вы хотели для кармана. Я провяжу еще 2 ряда. То есть всего у меня провязано сейчас 8 рядов. Простите. И теперь мы будем с вами кетлевать боковую сторону нашего условного пледа. Поворачиваем полотно лицевой стороной к себе и начинаем надевать все петли на иглы. Что я делаю? Я уже говорила, сейчас повторюсь еще раз, о том, что я сначала надену одну петлю на иглу, чтобы зафиксировать. И с левой стороны делаю то же самое. То есть я не беру петлю открытую, да, я беру соседний узелок, либо межузелковую протяжку и просто надеваю. И кетлевку я выполняю сразу. То есть я уже этот способ показывала в прошлом году. То есть смотрите, крайняя петля у меня сейчас находится на игле. И я сразу же снимаю с передней игольницы петлю и переношу ее на основную игольницу. И тем самым вывожу иглу сразу в переднее нерабочее положение. То есть я вот сразу снимаю с передней игольницы петлю на трансферную иглу и далее сразу же вкалываю в полотно и надеваю на иглу. Но смотрите, будьте аккуратны и внимательны, чтобы у вас действительно полотно наделось на иглу, так как петли открытые у кармана, и вкалывайтесь в одну и ту же точку, чтобы у вас не было такого, что где-то вы вкололись выше, где-то вы вкололись ниже. То есть примерно для себя определите этот промежуток. Я вот так подтягиваю вверх полотно, и я вижу, что вот он у меня кромочный. Так, сейчас попробую поближе подвинуть. То есть давайте слева покажу, чтобы вам было видно. То есть вот она моя крайняя петля. Я снимаю с передней игольницы петлю и трансферной иглой переношу. Здесь, видите, не очень удобно, потому что петелька уже была. Давайте еще раз. Петля на трансферной игле. Вкалываю ее в кромочку полотна. Вот в узелок, допустим. И сразу же надеваю на иглу по основной игольнице. Так, ладно, все получалось. И все соскочило. Возвращаю еще раз. Все, зафиксировала. Теперь у меня полотно никуда не денется. Снимаю следующую петлю с иглы. Снова смотрю на свою кромку. Беру следующий узелок, либо протяжку. И надеваю. Так. Надеваю на иглу. И таким образом, пока все полотно у нас не окажется в кармане. Можно полотно, знаете, вот так немножечко свернуть, чтобы оно не мешало, особенно если это большое изделие. И продолжаем вкалывать.
Таким образом сразу соединяем наши полотна. Ну и кто хоть раз делал кетлевку в карман, тот предполагает и знает, да, что потом мы провяжем один ряд вручную с линеечкой и закроем все наши петельки петлеуловителем, петля через петлю косичкой. Вот таким вот образом. То есть вы видите, что... Ай, опять петля потерялась. Вы видите, что я полотно не натягиваю, не растягиваю. То есть как вот оно у меня лежит, так я его и кетлюю. Для удобства можно немножечко приспустить переднюю игольницу, если вам сложно и не видно, что вы делаете. Но желательно фиксировать ее. Я ее фиксирую коленом, для того, чтобы она окончательно не опустилась вниз и мои петли не соскочили с иголок. И продолжаю выполнять петлевку. Предварительно все язычки можно открыть при помощи магнита. То есть пройтись магнитом и открыть все язычки на иглах, для того, чтобы было легко брать иглу. Тогда будет немножечко побыстрее. То есть сняли, прокололи через кромочку, надели на иглу по передней игольнице, вернее по основной. Сняли, вкололи, надели. Сняли, вкололи и надели. Сняли, надели. И так далее, пока все ваше полотно не закетлюете в карман. Может случиться такая ситуация, что вы будете вязать плед, и у вас на обработку, на резинку не хватит игл. Тогда вам придется делить пополам количество петель и делать 2 детали резинки. То есть где-то вам придется соединять по центру. Но не забываем про уголки. Такое тоже может быть. Мне осталось совсем немножко. Мне слева направо двигаться неудобно. Мне удобнее двигаться справа налево. Поэтому я сейчас буду быстренько делать справа налево перенос. Когда у меня большое изделие, бывают такие ситуации, юбки плиссе, либо еще что-то, я основное полотно просто подкалываю прищепкой к стойке нити натяжителя. Тогда оно у меня зафиксировано вверху, и мне удобно надевать петли. Ну, в принципе, если приловчиться, можно и так. Мне осталось всего до ничего. Так. Бросовая нить, которая у меня находится на резинке и на открытых петлях, немножко мне мешает работать. Поэтому, если вы будете работать также с открытыми петлями, лучше сначала обработайте те края, которые у вас на бросовой нити, чтобы в дальнейшем при обработке боковых краев вам эта бросовая нить не мешала в работе. И самая малость. Пара-тройка игл. И закончим. Мне осталось перенести 6 игл, и я их переношу. Можно, конечно, не заглядывать за полотно, но мне так спокойнее. Тогда я точно уверена, что у меня петля оказалась на игле. И я тогда не переживаю. Все, последние 2 петли осталось. Раз, и последняя. Все, можно убрать колено из-под игольницы. Наша заготовка в кармане. Убираем все вот эти вот бросовые нити. Игольницу можно, в принципе, уже опустить. Далее вам понадобится линейка, которая идет в комплекте с машиной. Мы ее будем использовать как шаблон. Вот это вот полотно можно вот так снова закрутить
И линейку мы кладем с вами на наши... Немножко места не хватает. Вот так. Сейчас я подвину. Все, кладем ее перед рельсой. И дальше вручную начинаем провязывать наши петли, доводя иглы до линейки, до нашего шаблона. То есть просто вручную выполняем провязку. При этом доводим строго до линейки петли. И так провязываем все до конца. Видите, я помогаю язычкам, то есть я их закрываю, потому что если подвести их к полотну, они могут там зацепиться, и у вас петля просто не провяжется. Поэтому пальчиком себе помогаем. Накинули нить, закрыли язычок, провязали, накинули, закрыли, провязали. И так далее до конца. Соответственно, вторая сторона будет выполняться симметрично на том же количестве петель, на котором выполнялась и эта сторона. Осталось совсем чуть-чуть. 5 игл. Так. Закрываем последнее. И последняя петля. Провязываем. Нить можно обрывать, она нам больше не нужна. Далее мы снимаем все грузы, убираем гребенку. Сейчас я опускаю игольницу. То есть на этом этапе мы убираем уже наш шаблон, он нам не нужен. Поправляем иголочки. Можно перевернуть полотно на себя. Даже не можно, а нужно. Как я уже сказала, я убираю гребенку. От слова совсем. И петли уловителем закрываю петли косичкой, петля через петлю. То есть начинаю с того края, где у меня начало. То есть там, где конец нити, это у меня конец. То есть конец нити с левой стороны, значит закрывать я начинаю с правой стороны. Я рукой подтягиваю полотно и начинаю закрытие. То есть косичкой, петля через петлю. Одну петлю сняли, вторую сняли, протянули через предыдущую. И таким вот образом быстренько закрываем все петли. Ну и соответственно последняя петля у нас зафиксируется с помощью кончика нити, который мы с вами оставили. Большим его оставлять не нужно, потому что все углы на пледе мы же начинаем вязать снизу вверх, поэтому там от первого наборного ряда у нас кончик нити для сшивания есть. А все лишние кончики можно будет заправить иглой в карман, если это кетлевочный карман, либо зафиксировать по краю полотна, там, где у нас была ложная кетлевка. Либо крючком, кому как удобно. Мне удобнее иголочкой это делать. Выдвигаю полотно на себя, мне так удобнее. И закрываю. Ну, я думаю, что я тут Америку ни для кого не открыла. Ну, на всякий случай повторила. Повторение мать учения. Поэтому, возможно, зайдет какой-то новичок ко мне на канал, который вообще даже и не знал, что такое кетлевка в карман. Ему будет полезно, мне будет приятно. Так. Пододвигаю последние петли. Придерживаем край полотна, чтобы у меня никакая петля не соскочила, так как оттяжки нет. Закрываем. Закрываем. И последняя наша петля. Мы ее также провязываем через предыдущую и фиксируем кончиком нити, который остался. Все, наша кетлевка в карман выполнена.
И вот так вот она выглядит. С лицевой стороны имитация кительного шва. И с изнаночной стороны у нас просто ровная, аккуратная косичка. Поэтому, если у вас, как я уже говорила, вы супер перфекционист, у вас двухсторонний красивый плед, петлюете в кармашек. Бросовую нить, естественно, мы обрезаем, убираем и сшиваем боковой шов любым удобным способом. Я сшиваю трикотажным матрасным швом. Я подрезаю края бросовой нити, кромку, и тяну за 2 кончика, вынимая ее из работы. Раз, убрала. Теперь со второй детали я также убираю эту бросовую нить. Снова подрезаю кромку с одной стороны и подрезаю кромку со второй стороны. Здесь у меня прям много ниточек. Нахожу те самые 2 кончика от кругового вязания и за них вытаскиваю. Все, бросовая нить убрана. Далее можно сразу, ой, да что ж он у меня цепляется, можно сразу соединить, а можно, например, сначала отпарить, а потом соединить. Ну и так как у нас здесь кетлевка без кармана, одна, да, ложная, вторая в карман, то здесь. Итак, заправила я кончик нити в иглу и сейчас быстренько соединю вместе с вами эти 2 угла. Я сшиваю за 2 полупетли в крайнюю петлю, то есть прям по краю прям по краю кромки. С одной стороны и с другой стороны. Ну, я тоже очень надеюсь на то, что матрасным швом хотя бы раз все вы что-то уже собирали. Если нет, то собирайте тем способом, который для вас наиболее привычен. Знаю, многие собирают крючком либо петлеуловителем. Тут уже дело вашего комфорта, удобства, как вам удобнее. Конечно, надо сесть поудобнее и заняться этим творческим процессом. Так, надеюсь, вам видно. Я пока не вижу, что я вам там показываю. Подхожу уже к карману. На заднем плане собака моется. Слышно лязгание языка, да? То храп, то еще чего-нибудь. Любит он у меня выделиться, скажем так. При этом фотографироваться и сниматься мы не любим. Ну и здесь уже я просто фиксирую ниточку, вкалывая ее в полотно. Так, ну и вот что мы с вами получили. Здесь конец нити я прям сразу уберу в карман. Как я уже сказала, это у меня образец, поэтому мне здесь особо париться не нужно. Можно сразу отпарить, можно собрать все и отпарить потом. Ну вот посмотрите, без дорожки, да, то есть это не фасонная убавка, это у нас обычная. Получились вот такие вот елочки по краям нашего пледа. Вот, в принципе, очень даже ничего. Ну и вот как бы наша кетлевка в карман и ложная кетлевка. Давайте я чуть-чуть попарю и принесу, покажу вам. Ой. Ну вот, слегка припарила полотно, и можно посмотреть, что оно ровное, нигде не фалдит. Тут лишний кончик, его обрезать нужно, мешается. То есть оно абсолютно ровненько. Ну, как я уже сказала, боковой край не надо растягивать при
надевании игл на вашу ложную кетлевку, либо при кетлевке в карман. То есть не надо ничего никуда тянуть. То есть как легло полотно, так его и вкладываете. Ну, еще раз изнанку покажу. Это кетлевка в карман, это ложная кетлевка. Что вязать, выбирать только лишь вам. Ну, еще раз показываю вам уголочек. Если нравится, применяйте. Не нравится, не применяйте. Не надо. Это видео было конкретно для одной из моих подписчиц из Казахстана, для Леночки. Я надеюсь, что она свяжет свой плед, наконец-то его домучает и покажет мне. Ну, а я буду рада вашим комментариям, вашей обратной связи. Если вы еще не со мной, то подписывайтесь. Рада всем. Всего вам доброго и до новых встреч.